Сегодня мы переходим ко второй главе Мадхурья-Кадамбини, которая описывает Аништита Баджана Крию. Аништита значит нестабильно. Krishna says, Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samitidhyaitan brahma bhuyaya kalpate. One who's engaged in pure devotional service and failing in all circumstances at once comes to the level of Brahman. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит, что тот, кто действует стабильно в своем преданном служении, достигает уровня Брахмана. So that's our first business, is to come to the steady platform. Это наше первое дело — достичь уровня стабильности. And of course, for that, we want to act on the second-class platform. После этого мы должны действовать на платформе второго уровня. That is, we want to try to love Krishna. Мы должны научиться любить Кришну. Ishvara is prema. Ишвара према. And for the devotees, we want to cooperate with them. А с преданными мы хотим сотрудничать. That's maitri, friendship. Это слово майтри или дружба. And for the innocent, there is kripa. Для невинных есть крипа. We try to help them become Krishna conscious. Мы стараемся помочь им стать сознающими Кришну. And for the envious is dvitsatsu, or we try to neglect them. А для непреданных есть двишатсу, или мы отвергаем их. But generally, in the unsteady platform, then we're more concerned with ourselves than we are with Krishna. Но когда мы находимся на уровне нестабильности, то мы больше озабочены самим собой, чем взаимоотношениями с Кришной. We forget that actually we're dependent on Krishna and his devotees. Мы забываем, что в действительности мы должны полагаться на Кришну и зависеть от его преданных. Instead, we want to take credit ourselves for what we're doing. Вместо этого все заслуги за то, что мы достигли, мы хотим присвоить себе. Or we want to utilize our own so-called power and qualities to make spiritual advancement. Или мы хотим с помощью так называемых своих качеств, могущества достичь какого-то успеха. We think that somehow or another, by my effort, I'm going to make spiritual advancement. Мы думаем, собственными силами я добьюсь духовного успеха. We forget that actually it is by our effort. Мы забываем, что да, наши усилия нужны. But our effort means that we make an effort to depend upon Krishna. Но куда должны быть направлены эти усилия? Они должны быть направлены на то, чтобы установить связь с Кришной. And to depend upon Krishna means that we have to depend upon Krishna's devotees. Положиться на Кришну. А положиться на Кришну значит полагаться на его преданных. Krishna doesn't exist without his devotees. Какой может быть Кришна без преданных? Therefore, we think somehow or another I'm doing some service or some activity, and therefore this will make me a great devotee. Мы думаем, вот я столько делаю, и это благодаря этому стану великим преданным. We'll forget that actually it's Krishna who first of all can make us into a devotee. Мы забываем, что кто нас может сделать преданным, так это только Кришна. Prabhupada said, don't try to become a great devotee. И Прабхупада говорил, что не нужно пытаться стать великим преданным. First, just try to become a devotee. Хотя бы постарайтесь стать просто преданным. And to become a devotee, we have to rely upon Krishna's devotees. Но для того, чтобы стать преданным, нужно уповать на преданных Кришны. And the mentality is not that I'm so talented, I'm so great. Не следует думать, я такой талантливый, такой великий, I'm so powerful. такой могущественный. I don't even need Krishna. Зачем мне вообще Кришна? Oh, actually, we have to develop the feeling that actually without Krishna I can't do anything. Настоящее чувство, которое должно у нас проявиться, это то, что без Кришны я ни на что не способен. Because that's the reality. Because we're not doing anything without Krishna. Такова реальность. Без милости Кришны мы ничего не сможем сделать. We're desiring. Мы лишь проявляем желание. And Krishna is reciprocating that desire, whatever it may be. И Кришна отвечает на это желание, независимо от того, какое это желание. But if we desire Krishna, Но если мы желаем Кришну, then Krishna will help us and give us the intelligence how to obtain Him.
то Кришна поможет нам и даст нам разум, как достичь его. He'll give us that intelligence, how to become dependent on him. Он даст нам разум, каким образом мы сможем предаться ему. But it's not that Krishna is simply in our heart, or that simply Krishna is in Goloka Vrindavan. Но не так, что Кришна только в нашем сердце, или он только на Галока Вриндаване. We also have to not only hear Krishna within our heart, we also have to hear Krishna outside. Мы должны понимать, что Кришна не только в нашем сердце, но он и снаружи. Especially since Krishna has a mission. В особенности потому, что у Кришны есть миссия. So being Krishna conscious means to serve that mission. И быть сознающим Кришну значит служить этой миссии. And to be conscious of what to do in this world to serve Krishna. И также нужно определенно сознавать, что мы должны делать в этом мире, чтобы служить Кришне. And the more perfectly we become an instrument, и чем лучше мы будем становиться инструментом, then the more everything becomes, the more we become conscious of Krishna. Тем больше мы будем сознавать Кришну. The first, so Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives different types of unsteady consciousness. Шрила Вишнуджаной Свами Прабхупадой описывает разновидности нестабильного сознания. The first one is Utsaha Mayi. Первый уровень называется Утсаха Майи. Puffed up with enthusiasm. Мы просто, нас распирает от энтузиазма. I'm such a nice devotee. Я такой хороший преданный. Even Krishna is amazed. Is amazed. Amazed. О, amazed. Даже Кришна изумляется, когда смотрит на меня. I have so much enthusiasm. У меня столько энтузиазма. Unlike all these other fallen devotees I have to be surrounded by. В отличие от всех остальных падших преданных, которые меня окружают. So one is, in the beginning, one is very enthusiastic. Oh, it's so wonderful, Krishna consciousness. Вначале человека распирает энтузиазм, так замечательно это сознание Кришны. I'm such a great devotee. Я такой великий преданный. I've renounced so many things to join the Hare Krishna movement. Чтобы присоединиться к этому движению, я отрекся от стольких вещей. I had such a wonderful material future. У меня такое великое материальное будущее. I could have enjoyed so much. Я бы мог наслаждаться столькими вещами. But I'm so kind. Я так добр. I have such a good heart. У меня такое доброе I've сердце. given it all up to serve Krishna. Я все это оставил, чтобы служить Кришне. So even Krishna appreciates. Даже Кришна склоняется в прощении. Спасибо. Спасибо, преданный тебе за это. I needed a great devotee like you to see. Мне нужны такие великие преданные, как ты. Yes, I'm just so magnanimous. Да, я так великодушен. So this is called Utsahamai, just puffed up with a little bit of enthusiasm. Это называется Утсаха Майи. Нас вот этот энтузиазм наполняет. And then after a few weeks or some time, Ну, проходит несколько недель, может быть, чуть больше. one suddenly realizes I'm not such a great devotee. Человеку вдруг доходит, что я не такой уж великий преданный. Sometimes I'm full of effulgence and full of enthusiasm. Иногда меня переполняет энтузиазм, сияние. I just go out and I distribute so many books. Я выхожу и распространяю столько книг. I chant so many rounds. Повторяю столько кругов. And then I come back. Потом возвращаюсь обратно The temple. в храм. And there's a big feast. Большой пир. And my mind tells me, Мой ум говорит мне, you deserve it. ты заслуживаешь этого. Enjoy. Наслаждайся. Oh, I'm sick. Ой, что-то заболел I живот. shouldn't have eaten so much. Наверное, не нужно было так много кушать. I feel so bad. Что-то так плохо себя How could a чувствую. great devotee like me feel bad? Разве может такой великий преданный, как я, плохо себя чувствовать? Something wrong with the process. Наверное, что-то неправильно с этим процессом. So one moment one is full of effulgence and enthusiasm. В какое-то мгновение мы чувствуем огромный энтузиазм, сияние от нас исходит. Worship me. Поклоняйтесь мне, думаем мы. Next one, oh, А потом думаем, о Боже, I'm so depressed. такая депрессия. So this is called alternating gana tarala, alternating thick and thin. Гана Тарла называется эта стадия, то есть чередование. And then one thinks, oh, all right, now I'll just renounce all those things that are causing me trouble. Но потом человек думает, ну все, отрекаюсь от всех этих вещей, которые мне беспокойство доставляли.
Should I renounce them or should I utilize them in Krishna's service? Что же мне делать? Отречься от них или использовать служение Кришне? Viyuddha vikalpa. Виюдха викалпа это называется. Indecision. Нерешительность. One doesn't know, should I just renounce everything and go to Vrindavan? Отречься от всего и поехать во Вриндаван. Simply sit there and chant Hare Krishna. Просто буду сидеть и повторять Харе Кришна. And enjoy the Hare Krishna mantra. Наслаждаться Харе Кришна мантрой. Or should I get married? Или может быть мне просто жениться. And enjoy life in Krishna's family. И наслаждаться семьей Кришны. But if I do that, если я это сделаю, then I have to get a job. Тогда нужно будет на работу устраиваться. But I didn't join the Hare Krishna movement to get a job. Ну, я что, к этому движению присоединился работать, что ли? I joined it to get away from the material world. Я же хотел отречься от материального мира. To give it up. Все оставить. And enjoy in Vrindavan. Наслаждаться во Вриндаване. With the peacocks. С павлинами. And the kalpavriksha trees. Деревьями калпаврикша. But if I go to Vrindavan, I have to collect so much money for the airfare. Ну, вообще, чтобы поехать во Вриндаван, нужно хотя бы на билет собрать. And I'm not a very good collector. А у меня что-то это слабо получается, собирать пожертвования. So maybe I should marry a nice Mataji. Может просто жениться на хорошей Матаджи, knows how to sell paintings. Которая знает, как картины продавать. And we go to Vrindavan together. И мы вместе поедем во Вриндаван. But if I do that, she'll probably want some children. Ну, а если мы женимся, то, наверное, она еще детей захочет. And then I'll have to get a job. Опять придется на работу устраиваться. I'll have to sell paintings in Vrindavan. Или, может, картины во Вриндаване продавать. But no one there has any money. Ну, у них там денег-то нету. So I'll have to go to Delhi. Как же в Дели поехать? So let me renounce it all and just Ладно, отрекаюсь от sit here and всего. chant Hare Krishna. Буду сидеть, повторять Харе Кришна. So indecision. Такое вот настроение меняется постоянно, нерешимость. Not very clear, shall I renounce everything and become a pure devotee? Нету ясного понимания, отречься от всего, стать чистым преданным. But then if I think of sense gratification at the time of death, then I'll go to hell. А если я тогда в момент смерти подумаю о чувственном наслаждении, в ад отправлюсь. So now let me enjoy family life because it's all in Krishna consciousness, it's not entangling. Ладно, тогда сейчас буду наслаждаться семьей в сознании Кришны, это же не должно запутывать. But then I have to work and do so many things. Тогда придется работать и много других вещей делать. I'm too lazy. А я слишком ленивый. So let me sit here and speculate. Ладно, буду сидеть и спекулировать. So after speculating enough, Итак, достаточно много поизмышляв. ping, ping, like a ping pong ball, ping. Как игра в пинг-понг, настольный теннис, туда-сюда. Then one day decides enough speculation. Я думаю, ну все, хватит измышлений. I'm renouncing. Отрекаюсь от всего. It's the end. Все, конец. So then one thinks, today I'm going to fast on Ekadasi. Все, сегодня Экадаши буду поститься. No prasadam for me. Никакого просада мне не откладывайте. It's due to my tongue I've gotten entangled. Из-за своего языка я тут запутался. Jivado. Atakshi Krishna Namadi. Na Braved Rayam Indriyai. Swayam Sevam Mukehi Jivado. Swayam Eva Sparatyada. So if I can just give up all this prasad. Если я просто оставлю этот просад, It's Ekadasi, I renounce. I'm Экадаши, finished. все, я отрекаюсь, хватит. I'm chanting Hare Krishna. Повторяю Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. О, проголодался. But I'm fasting, I'm renounced. Я пощусь, я вроде отрекся же. All different from all these other sense gratifiers. В отличие от всех этих, которые тут сидят, наслаждают чувством. Look at them eat push. Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Посмотрите, как они едят просто. Харе Sense Кришна. gratifier. Да, Hare Krishna. наслаждайте чувством. So one is trying to renounce sense gratification. Так человек пытается отречься от чувственного And наслаждения. I've been fasting the whole day. Целый день пощусь. And there's only 3 hours left. Так, 3 часа осталось до конца поста. Finally agreed. Finally eat again. Наконец-то я покушаю. Я же пощусь. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, Hare. 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 6, 5.
You're up there. Вот он. I'm down here. А я здесь. Let's eat. Давай быстрее кушать. So one winds up becoming, one is trying to renounce. Так мы пытаемся отречься. But one becomes more attached to the things he's trying to renounce than normally. Но еще больше привязываемся к тем вещам, от которых мы пытались отречься. Because the mind completely focuses on what one is trying to renounce. Потому что ум полностью сосредоточен на том, от чего мы пытаемся отречься. Then after some time, you realize, oh, let me become a little normal. Потом человек понимает, нет, нужно нормальным Just let стать. me regulate my activities. Как-то более сбалансировано действие. I'm not the world's greatest devotee. Похоже, я не самый великий преданный. I'm just trying to become a little steady. Нужно хоть немножко стабильности достичь. You know, I'm not trying to become a complete renunciate. Не буду в крайнее Or отречение complete sense бросаться enjoyer. или в крайнее Let me just наслаждение become a чувств. little regulated. Хоть немного урегулирую все. So then one makes a vow. Today I'm going to chant so many rounds. For the next 3 months I'll chant 32 rounds. И человек дает обет. Все. В течение следующих 3 месяцев повторяю каждый день. 32 круга. I'll get up 2 o'clock in the morning. Встаю в 2 часа утра. And I'll do deity worship and read so many verses from the Bhagavad Gita. Каждый день поклоняюсь божествам и вот столько стихов из Бхагавад-гиты изучаю. So today I got up 1:30. Сегодня я встал в 1:30. Took a little nap. Потом немножко вздремнул. But I got up 1:30. All Я все равно же right. проснулся в 1:30. Sorry, it's all right. I chanted 35 rounds. Сегодня я 35 кругов повторил. All right. Вся слава мне. And I read the whole Bhagavad Gita. Всю Бхагавад-гиту сегодня повторил. Not really. Ну, не все. The verses in Bhagavad Gita. Ну, стихи, по крайней мере, Бхагавад-гиты. All right. We're there. Да, вы поняли меня. Krishna, we're almost there. Кришна уже здесь. The next day, well, I got up at 2:30. А на следующий день, ну, может быть, Not в 2:30 сегодня встать, вроде неплохо тоже. I could only chant 30 rounds. Ну, хотя бы 30 кругов повторить. And I read at least 10 verses of Bhagavad Gita. Ну, хоть 10 стихов прочитать из Бхагавад-гиты. Next week, Следующая неделя. 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna. О, 16 кругов опять. What time is it? Oh, 4 o'clock. Oh, О, 4 часа. I'm tired. Я устал, все. Bhagavad Gita, what's that? Бхагавад-гита, что это такое? Oh, that's right. I should read the Bhagavad Gita. Ладно, почитаю. It's all right. Нормально. So, niyama kshama, Нияма кшама называется. inability to keep one's vows. Это стадия, на которой человек дает обеты, но не может их соблюдать. But then after some time, some practice, then one chants a certain number of rounds every day. Но спустя какое-то время человек уже повторяет определенное количество кругов каждый день. More or less gets up the same time every day. Просыпается практически в то же самое время каждый день. Reads the scriptures and engages in devotional service more or less in a steady way. Читает Писание и выполняет духовную практику более-менее стабильно. And then one is able to feel, one becomes a little transparent. И его сознание проясняется. Some of the lust and the anger and the greed, they go away. Вожделение, гнев, жадность отступают. And devotees think, wow, here's a great devotee. И преданные начинают думать: о, посмотрите, это великий преданный. Chants so many rounds, it seems to be steady. Столько кругов повторяет, все так стабильно делает. That's called Taranga Rangini, enjoying the small waves of devotional service. Называется таранга рангини, когда мы пытаемся наслаждаться этими первыми волнами преданного служения. Prabhupada gives the example that in the absence of a big tree, then a small castor bush seems like a big tree. Шрила Прабхупада такую поговорку говорил, что в отсутствие большого дерева даже куст кажется большим деревом.
So in the absence of someone like Srila Prabhupada, Поэтому в отсутствии такой личности, как Шрила Прабхупада, as I've mentioned before, как я уже упоминал, well, the first time I saw Srila Prabhupada was personally, directly, it was in 1969, the beginning of 69. первый раз я лично увидел Шрилу Прабхупаду в начале 1969 года. When he came to the airport in Buffalo, New York. Он прилетел в аэропорт Баффало в Нью-Йорке. And when he walked in, when I saw him in the airport, he looked like he was floating. И когда я увидел его в аэропорту, казалось, что он плыл. Actually, one time I was walking with Srila Prabhupada. I was carrying the umbrella over his head when he came into the airport in Dallas, Texas, in 1972. Затем в следующий раз это было уже в Далласе, в штате Техас, в 1972 году. Prabhupada was actually not very tall. He was actually quite short. Я нес зонтик на Прабхупада. Прабхупада был невысокого роста. But I remember I was carrying the umbrella and Prabhupada was just floating along, and I was running to keep up with him. И когда я нес зонтик за Шрилой Прабхупадой, хотя он был небольшого роста, и вроде бы у него должны были быть маленькие шаги, мне приходилось бегом за ним бежать. And then in '69 in Boston, 69. В 1969 году в Бостоне we were waiting for Srila Prabhupada. я ждал Шрилу Прабхупаду. And they had just gotten the Boston Temple. It had 2 stories. Они только приобрели это здание под храм, там 2 этажа было. Which was like a huge temple at that time. Для того времени это был гигантский храм. And on the 2nd story there was the altar and it was the temple room on the 2nd. На втором этаже был алтарное божество. And on the 1st floor they had the Bhактиведанта Book Trust. А на первом этаже находилась Бхактиведанта Book Trust. And we were waiting for Prabhupada. We were having kirtan. И в ожидании Шрилы Прабхупады мы проводили киртан. And right up the stairs, they had some stairs. They come up. И там были лестница, ведущая к первому этажу. And right over the stairs there is a picture of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вверху лестницы было большое изображение Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya has his arms out like this. С вот так раскрытыми руками. And behind him is the devotees doing Harinam. А за спиной Господа Чайтаньи были изображены преданные, поющие Харинаму. So we were doing bhajan. И мы проводили баджан. And suddenly I saw the picture. It looked like it lit up. И вдруг мне показалось, что это изображение ожило. It looked like Lord Chaitanya and everyone in the picture was like extremely happy. Мне такое видение проявилось, как будто все засияли на этом изображении от счастья. And then Prabhupada walked up the steps. И тут появился Шрила Прабхупада на лестнице. And the whole room turned into Vaikuntha. И вся комната превратилась в Вайкунтху. I was trying to remember what I was worrying about before. Я даже не мог вспомнить, о чем я до этого беспокоился. But I couldn't remember because there was so much bliss. I couldn't figure out. Такое блаженство переполняло меня, откуда могли взяться беспокойства. And then Prabhupada sat on his Vyasasana. И Шрила Прабхупада сел на Вьясасану. And he looked at me. Он посмотрел на меня. And I could see he could actually see who I actually am. И я понял, что он видит меня насквозь, кто я такой. And Prabhupada, well, there are many other things, but whatever happened, which I also remember many things that happened, but the whole atmosphere was just Vaikuntha. И много вещей можно рассказать, но вот сама атмосфера очень менялась, когда появился Шрила Прабхупада, она сразу в Вайкунтху превращалась. And whenever Prabhupada started, it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's disappearance day. И однажды был день ухода Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Такура. And I remember whatever Prabhupada said, somehow or another, it went right into my heart. И что бы ни произносил Шрила Прабхупада, проникало прямо в сердце в тот день. So that's the power of an Uttama Bhakta. Таково могущество Уттама Бхакти. So that can't be imitated. Но этому невозможно подражать. Just like when Vidura came back from pilgrimage. Пример такой: Видура отправился в паломничество, и когда он вернулся с паломничества, then Maharaj Yudhishthira said, Мараджа Юдхиштхира сказал: Bhavad Vidas Bhagavatas Tirtha Bhutak Swayam Vibho Tirtha Kurvanti Tirtani Swantak Stena Katha Britaha. That saints like yourself
they're verily holy places of pilgrimage. Юдхиштхира Махарадж произнес эти слова, что такие личности, как ты, они сами ходячие места паломничества. Because wherever you go, you turn that place into a place of pilgrimage. Потому что куда бы ты ни пришел, ты превращаешь это место в святое место. Because you carry within your heart the Supreme Personality of Godhead. Потому что ты носишь в своем сердце Верховную Личность Бога. Of course, it wasn't. I saw Prabhupada quite a number of times. Я видел Шрилу Прабхупаду много раз. So it wasn't that every single time it was exactly like that. И, конечно же, не каждый раз все повторялось одинаково. Or that everyone experienced the same thing. И не так, что все одновременно все это чувствовали. But in general, Ну, в целом, well, like for instance, one time Prabhupada was giving lectures in New Vrindavan in 1970, I guess it was 72 also. в 1972 году Шрила Прабхупада давал курс лекций в Нью-Вриндаване. The Varnashram Dharma talks. Это были беседы о Варнашрама-дарме. And I was sitting there with many other devotees. И я сидел в аудитории со множеством других преданных. And I remember as soon as Prabhupada started to speak, I felt this thing in my heart. I felt something in my heart. И как только Прабхупада начал говорить, я что-то почувствовал в своем сердце. And it was telling me, go to sleep. Почувствовал голос, ложись And I спать. really felt tired. Я почувствовал такую усталость. This is not very good. Я подумал, не очень I'm supposed to хорошо. be listening. Я должен слушать. No, go to sleep. Нет, ложись You're спать. tired. Засыпай, засыпай, ты устал. So that happened sometimes when I was with Prabhupada and he was giving a lecture. То есть и такое тоже происходило иногда, когда я был на лекциях Прабхупады. And sometimes I could hear perfectly well what he was saying. А иногда я слышал каждое слово, которое он произносил. So it was, I never knew what was going to happen. Поэтому никогда невозможно было предсказать, что произойдет. But generally when I had darshan with Prabhupada, Когда у меня были даршаны, personally, I generally was quite attentive. я обычно был очень внимательным. I remember one time I was sitting there in Dallas, Texas. I was a temple president, so I was able to have Prabhupada's darshan. И следующая встреча была в Далласе, в штате Техас. Я был в то время президентом храма, и у меня была возможность беседовать с Шрилой Прабхупадой. Srila Prabhupada was talking to Satsvarup Maharaj and myself. Шрила Прабхупада вел беседу со мной и со Сварупой Махараджем. And just about, well, first Satsvarup Maharaj was more or less telling him about all the different devotees in the temple and all the problems. Вначале Сваруп Махарадж рассказал о каждом преданном в храме, о его проблемах. And then Prabhupada just stopped him and said, Шрила Прабхупада остановил его. he said, that's all right. He said, devotee means first class. И Прабхупада остановил его и сказал, хватит, преданные это значит первый класс. So if they're devotees, they're first class. Если они преданные, значит это первый класс. Prabhupada didn't usually get involved so much in the management. Шрила Прабхупада не встревал в In менеджмент, the Western world at least. в западном мире, по крайней мере. But I remember sitting there and everything was so blissful. Я помню, я сидел в этой комнате и был переполнен блаженством. Just sitting with Prabhupada. Просто сидеть рядом с Прабхупадой. And I was thinking, you could see how humble he was. И можно было видеть, как он излучал это смирение, And at the same time, he was so fully conscious of Krishna. полностью при этом сознавая Кришну. So that's first class devotee. Это преданный первого класса. We may have some, to some degree, all of us were acting as instruments for Krishna. Каждый из нас до какой-то степени может стать инструментом Кришны. To become a perfect instrument 24 hours a day is something different though. Но стать совершенным инструментом 24 часа в сутки – это нечто другое. The closest I ever had to experiencing that И самый близкий к этому опыт, который я имел в своей жизни, was that I was asked to distribute books at an airport in San Antonio, Texas. меня попросили распространять книги в аэропорту в городе Сан-Антонио в штате Техас. To see, because it was not a legal spot, Там не было разрешения. and I never liked illegal spots Я очень не любил распространять в тех местах, где нет разрешения. because I never liked to get harassed by the police. Мне очень не нравилось, когда арестовывала полиция. But they asked me to do it, Но меня so I попросили. said, all right, I'll do it. Сказала, хорошо. See how the airport was.
Посмотрим, как там. So I went out there with so much determination. Я вышел туда с решимостью. Somehow or another, I felt so empowered. Я почувствовал себя очень уполномоченным. I was just going up to people and showing them the book. Я просто подходил к людям, показывал книгу. And even without saying anything, people would reach into their wallets, pull out a donation, give me a donation for the book. Я не говорил им ни слова. Они доставали деньги, давали пожертвования и брали книгу. I never felt so much power by it. Я ни разу таких полномочий не чувствовал. Of course, it didn't last. Это не продолжилось And I слишком knew it долго. wasn't my power because I didn't know what was going on. И я знал, что это не мое могущество, потому что я вообще не понимал, что Here, take the происходит. book. Вот, держите книгу. And the person would go, oh. И человек, I go, what happened? я не понимал, что The происходит. person would reach into the wall and give me a donation. Человек сразу доставал кошелек, давал деньги. I go into the next one. Here, take the book. Подходил к следующему, держите. The only other time I was one marathon, I made a vow I was going to distribute 120 books, big books a day. В один марафон я дал обет, что буду распространять 120 больших книг в день. So I was going out every day and I was doing 120 big books a day. Я выходил и каждый день распространял 120 больших книг. But by the end of the marathon, I was so tired because just carrying the books was so. Но к концу марафона я смертельно устал, потому что просто носить эти книги. I was just going up to the person and giving them 2 books at a time. Я подходил к человеку, давал 2 книги. I couldn't hardly say anything. Уже язык не поворачивался. But you just get into some kind of Krishna just empowers you to some extent. Но Кришна уполномачивает вас до какой-то So I степени. just hand them the books and they reach into the wallet, give me the donation. I go to the next person. Я давал книги, говорил пару слов, человек доставал деньги, давал пожертвования и шел к следующему человеку. So that's called, I mean, but what to speak of Prabhupada, who's had the whole spiritual world with him. А что уж говорить о Шриле Прабхупаде, который с собой нес весь духовный мир. Who was so perceptive and had so much spiritual energy. И имел столько духовной энергии. Therefore, Taranga Rangini, we may come to a platform, we enjoy the small waves of devotional service. И вот эта ступень Таранга Рангини, когда мы наслаждаемся этими вот первыми волнами преданного служения. But then the next stage is Anartha Nivriti. Но потом наступает анартха ниврити. So there are different types of anarthas. Есть разные виды анарт, such as due to past pious or sinful activities, и эти анарти поражены благочестивой, греховной деятельностью, due to devotional service imperfectly executed. Из-за несовершенно выполняемого преданного служения. And then the major one, the most important one for us, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, И для нас самое существенное, как говорит Вишнуджаной Свами Прабхупадой, is offenses against the holy name. это анархи, произрастающие из-за оскорбления святых имен. Of which the most important one is inattentiveness. И важнейший из этих оскорблений это невнимательность. Well, no one can pay perfect attention unless one is able to free himself at least to some of the other offenses. Невозможно быть внимательным, если у вас есть такая вот тенденция к оскорблениям. Therefore, we have to carefully understand, well, we can chant Hare Krishna Мы должны понять, что мы можем повторять Харе Кришна in innumerable different ways. разными способами. Every time we chant, it's probably a little different. Каждый раз, когда мы повторяем, оно немножко отличается. But there's actually a science of how to chant in separation. Но есть целая наука, как повторять святые имена в настроении разлуки с Господом. Prabhupada said we should chant just like a child is calling out to his mother. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны повторять так же, как ребенок зовет свою мать. That's not so easy, obviously. И очевидно, что это нелегко. Because a child is calling out for its mother out of love. Потому что ребенок зовет свою мать из-за их любовных отношений. Generally, the child is not thinking, does my mother exist or does she not exist?
Ребенок обычно не думает, существует моя мать или ее не существует. If I call out in a certain way, will she come? Will she not come? Если я буду ее звать определенным образом, придет она или не придет. No, the child is 100% involved in chanting at a separation. Ребенок со стопроцентным чувством зовет свою мать. Not that calm down, little kid, it's all right. А не так, что ну успокойся, ребеночек, все хорошо. Or chant heart. So we have to learn the art of actually feeling separation from Krishna. Поэтому мы должны научиться этому искусству чувствовать разлуку с Кришной. Of course, because we don't know Krishna. Сейчас мы еще не знаем Кришну. How are we going to feel separation from Krishna? Как же может идти речь о разлуке с Кришной? How is it possible to feel separation from someone you don't even know? Как почувствовать разлуку с тем, кого вы даже не знаете? It's not possible. Это невозможно. So how can we feel separation from Krishna unless we know him? Как же мы можем чувствовать разлуку с Кришной, если мы не знаем его? But unless we know Krishna, unless we feel separation from Krishna, then we won't get to know him. Но если мы не почувствуем разлуку с Кришной, то мы не сможем его узнать. Therefore, we usually chant something like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna. Поэтому мы вот так повторяем, когда же кончится круг. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Wasn't my best job. Это была не самая лучшая жатва. We get applause for that. Imagine when it's better. Если за это я получил аплодисменты, то какая же будет аплодисменты за хорошую жатву? Therefore, it's quite a endeavor to chant Hare Krishna. Поэтому нам приходится прикладывать большие усилия для Anyone who can повторения chant Харе 16 rounds must be doing pretty good. И кому удается повторить 16 кругов, это большая удача. So how to actually feel separation from Krishna? Так как же почувствовать разлуку с Кришной? Feel separation from someone we don't even know. Почувствовать разлуку с тем, с кем мы еще не встречались. But Lord Chaitanya, he knows Krishna. Господь Чайтанья, он знает Кришну. And he's always feeling separation И from он Krishna. всегда чувствует разлуку с Кришной. So if we get to know Lord Chaitanya, then we can actually feel his separation from Krishna. Поэтому, если мы узнаем Господа Чайтанья, мы сможем почувствовать его разлуку с Кришной. And if we feel his separation from Krishna, then we'll actually feel Krishna's presence. Но если мы почувствуем его разлуку с Кришной, то мы тогда сможем почувствовать присутствие Because Кришны. as much as we feel separation from Krishna, to that extent we'll be able to feel his presence. Потому что до какой степени мы чувствуем разлуку с Кришной, до такой степени мы сможем почувствовать его присутствие. But we don't know Lord Chaitanya either. Но Господа Чайтанью мы тоже не знаем. But he was only 500 years ago. Он был здесь всего 500 лет назад. And it seems like his pastime is a little bit more believable. И кажется, что в его игры можно легче поверить. He didn't marry 16,100 queens Он не женился на 16 108 царевнах and lived with each one of them simultaneously. и не жил одновременно во всех их дворцах. He didn't pick up Govardhan Hill with his left pinky Холм Говардхан он не поднимал мизинцем левой and hold it руки, for 7 days and nights. не держал его 7 дней и ночей. Chaitanya Mahaprabhu is a little bit more believable.
Кажется, что в его игры легче He поверить. seemed a little bit more normal. Вроде бы более простые. Although he did some extraordinary things. Конечно, он тоже делал необыкновенные вещи. But he, more or less, he chanted Hare Krishna, he bathed in the Ganges. Ну, он повторял, пел Харе Кришна, омывался в Ганге. Only married 2 ladies. Имел всего 2 жены. Normal kind of guy. Нормальный бог. But still, he was 500 years ago. Ну, прошло уже все-таки 500 лет. So, a little bit more, and we have, still I don't know Lord Chaitanya. Ну, все же я не знаю Господа Чайтаньи. But Prabhupada, he came only 40 years ago, 50 years ago. Но Шрила Прабхупада был здесь всего 45-50 лет тому And there are назад. devotees here who knew Prabhupada. И вот есть преданные, которые лично Probably no one знали. here doubts whether Prabhupada was actually an historical figure. Они знали лично Шрила Прабхупада, то есть он не просто какая-то Did he actually get aboard the вымышленная Jaladuta? фигура. Он действительно плыл на этом корабле Джаладута. And he's giving us some activities which he says, Prabhupada said, if we perform them, then we'll actually get Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. И он дал нам деятельность и пообещал, что если мы будем выполнять ее, то мы сможем получить милость Шри Чайтаньи Махапрабху. That he's representing a line of teachers coming from Lord Chaitanya through the Panchatattva. Он представляет ученическую преемственность от Господа Чайтаньи через Панчататтву, Through the 6 Goswamis, через 6 Госвами, through the line of disciple succession, через ученическую преемственность. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Шрила Вишнуджаной Свами Прабхупадой, Srila Baladev Vidyabhushan, Шрила Прабхупадой, Krishnadas Kaviraj, Шрила Kaviraj, Sarvabhauma Bhattacharya, Sarva, Jagannath Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Thakur, Srila Gorakishore Das Babaji, Шрила Кишор Das Srila Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati Шрила Prabhupada, Бхактивиданта and our Свами Prabhupada. Прабхупадой. There's a whole line of teachers, and Prabhupada said, if you follow their instructions, then you'll actually be serving them. И вся эта ученическая преемственность, и Шрила Прабхупада говорит, что если мы будем следовать этим наставлениям, мы будем служить им всем. Like Prabhupada said, get up in the morning and come to Mangalarti. Как Шрила Прабхупада сказал, вставайте рано утром, приходите на Мангаларати. Because Sri Rupa Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, he says that's one of the services of devotional service. Потому что Шрила Рупа Госвами перечисляет это одним из пунктов в списке пунктов преданного служения. And Srila Rupa Goswami, he got these instructions from Lord Chaitanya. А Шрила Рупа Госвами эти наставления получил лично от Господа Чайтаньи. So if we serve, if we get up in the morning and we come to Mangalarti, Если мы встаем рано утром, приходим на Мангаларати, then we're serving the lotus feet of Srila Rupa Goswami. мы служим лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами. And we're serving the lotus feet of Lord Chaitanya И мы Mahaprabhu. служим лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Of course, just being there at Mangalarti is good, Конечно, это хорошо, прийти на Мангаларати, but it's not the final. но это не окончательно. As we know, we want to be there at Mangalarti in consciousness of Krishna. Мы можем быть на Мангаларати, сознавая при этом Кришну. So we go to Mangalarti, and then we learn the art of becoming conscious of Krishna. Мы приходим на Мангаларати и учимся этому искусству становиться сознающими Кришну. Submissive hearing, Смиренного слушания, with consciousness. с сознанием. Not that every day when we go to Mangalarti, we hear the same words, Samsaridava nanadita loka, Tranaya karunya ganakanatvam, Praptasya kalyana gunana vasya, Pande guru shri charanarvindam. So every day we go there, Итак, каждое утро мы приходим и слушаем and we эти sing слова, the same song, поем ту же самую песню. and after 70 years, Спустя 70 years of singing the same song, 70 лет того, как мы поем эту песню, we still don't know what it means. мы не знаем ее перевода. We had a parrot there that would sing along with us.
Там есть попугай, который вместе с нами поет. And both the parrot and I, we still don't know what it means. И попугай не знает перевод, я тоже не знаю. So we have to know what we're singing. Мы должны знать, что мы поем. And we have to have some appreciation for it. И должны понимать, для чего это делается. Some kind of gratitude or some kind of appreciation. То есть какое-то чувство благодарности, то есть понимание того, что мы делаем. That the spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. В первом куплете говорится, что духовный учитель получает благословение из океана милости. That there's an ocean of mercy. Оказывается, есть океан милости. What is this ocean of mercy we're talking about? И что же это за океан милости, о котором мы говорим? Does anyone know? Кто-нибудь знает? Yes. He's an ocean. Certainly, Krishna is an ocean of mercy. Кришна, это But океан what милости. specifically is the ocean of mercy being described? Но конкретно в этом стихе о каком океане милости говорится? Yes. Yes. What's that? Guru. Well, it's nice that everyone's very personal here. Здесь все очень личностные. It's all persons, you know. He's receiving benediction. Получает благословение. Oh yes, in one sense that's true. Да, в каком-то смысле это правильно. He's getting mercy from Krishna. He's getting mercy from Radharani. They're the ocean of mercy. Да, он получает милость от Кришны, от Радхарани, они все океан милости. But specifically, how is that ocean of mercy manifested? Но как проявляется этот океан милости? Compassion. Well, then why doesn't everyone get the ocean of mercy? Почему все не получают этот Why only океан the spiritual милости? master? Почему только духовный учитель? Why doesn't Krishna give everyone the ocean of mercy? Почему каждому Кришна If there's an дает? ocean of mercy, why doesn't the ocean of mercy just manifest the ocean of mercy everywhere? Если это океан милости, то почему он везде не Why only the проявится? spiritual master is receiving benediction? Почему только духовный учитель получает это благословение? Through disciplic succession. Yes, so everyone here is in disciple succession. Ну, Why are we not getting the ocean of все mercy? здесь в ученической преемственности, почему мы не получаем этот океан милости? Following instructions. Yes, the instructions. The spiritual master, he is receiving benediction from the ocean of mercy, just like the cloud pours water on the fire. Actually, it goes samsara dava, samsara, the ocean of birth and death. The samsara is birth and death. Самсара значит океан рождения и смерти. Dava anala, dava forest fire. Дава Анала значит лесной пожар. So the material world is just like a big forest fire. Этот материальный мир подобен огромному лесному пожару. Everyone's burning in lust and anger and greed. Все здесь горят в огне вожделения, жадности, гнева. Samsara davana lila, afflicted. Loka, the whole world is afflicted by material consciousness. Весь мир охвачен этим материальным сознанием. Trinaya karunya, kanaka. But sometimes a cloud comes. Но иногда приходит облако. So how is that cloud coming to our life? It's coming through the instructions. И как же это облако милости приходит в нашу жизнь? Через наставления. Prabhupada didn't, of course, as I said, Prabhupada, by his presence, sometimes people became aware of some special potency. Ну, когда на этой планете был Шрила Прабхупада, я уже рассказывал, то многие ощущали это уникальное могущество. But I also saw sometimes, I was on morning walks with Prabhupada, and sometimes I thought the devotees were actually some of them were offending Prabhupada. Но иногда я был на прогулке с Шрилой Прабхупадой, и я замечал, что некоторые преданные ведут довольно оскорбительно себя по отношению к Treating Прабхупаде. Prabhupada in quite a familiar way. Они ведут себя с ним очень фамильярно. And some of those devotees, indeed, after some time, they left the Hare Krishna movement. И некоторые из этих преданных действительно оставили это движение Харе So Кришны Prabhupada спустя was какое-то certainly время. receiving benediction from the ocean of mercy. И несомненно, Шрила Прабхупада получал это благословение из океана милости. But he didn't walk around just blessing everyone. Но он не ходил вокруг просто с протянутыми руками, я вас благословляю. Благословляю.
He gave his mercy through his instructions. Он дал милость через наставление. He just didn't wave his hand, благословляю. А не так, что он взмахнул руками, благословляя, все. Extra благословляю. Особое благословение. No, Prabhupada wrote his books. Нет, он написал свои He книги, gave so many lectures. дал столько лекций. He gave morning walks. На прогулках множество бесед Many провел. times he gave instructions. Давал личное наставление. He wrote so many letters. Написал столько писем. He just didn't write благословляю, благословляю. А не так, что только одно слово благословляю. Очень благословляю. No, he gave so that ocean mercy is manifested through so many instructions. Океан милости проявляется через множество наставлений. And if we get an instruction that's suitable for us and we follow it, then it opens the ocean of mercy to us. И если мы получаем наставление и следуем им, то для нас открывается доступ к этому океану милости. Then we can actually feel Krishna's presence. И тогда мы можем почувствовать присутствие Кришны. We can feel the spiritual energy, the potency of devotional service. Можем почувствовать духовную энергию и могущество преданного служения. The mood of the residents of Vrindavan. Можем почувствовать настроение обитателей Вриндавана. They're so anxious and enlivened just to do any service for Krishna. Посмотрите на жителей Вриндавана, они всегда готовы в любой момент служить Кришне. That's that unalloyed, unlimited enthusiasm to serve that attracts Krishna. Безграничный, беспримесный энтузиазм, который очаровывает Кришну. Krishna wants that enthusiasm himself. Кришна сам хочет почувствовать этот энтузиазм. When he sees it in his devotees, that's what he wants. И когда он видит энтузиазм своих преданных, он думает, я тоже этого хочу. Lord Chaitanya was in the temple of Jagannath. Однажды Господь Чайтанья был в храме Джаганнатхи. And there he was seeing Lord Jagannath, Lord Baladev, Srimati Subhadra Devi. И он созерцал прекрасный облик Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры. And Krishna turned into Sri Nandanandana. И Кришна превратился в Шинанданандану. But at that moment, there's a big crowd in front because Chaitanya Mahaprabhu used to stand in back of the Garuda Stamba. Господь Джаганнатхи превратился в Шинанданандану, но в это время в храме была огромная толпа. But there's a big crowd, so Lord Chaitanya, he was 7 feet high. И Господь Чайтанья обычно стоял у колонны Гаруды, он был ростом 7 футов, это больше 2 метров. Which is like 2 meters, 2.5 meters. 2 с чем-то метра. So he could see because everyone, Bengalis are really small. Бенгальцы очень маленькие, поэтому легко было через головы их увидеть все. But one lady, she became so anxious to see Lord Jagannath. Но одна женщина, она переполнилась энтузиазмом, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. She's so enthusiastic. Она была переполнена энтузиазмом. She climbed on Lord Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. И она взобралась на плечи Господу Чайтанья. Holding on to this Garuda Stamba. Схватилась за эту колонну Гаруды, In order to see Lord Jagannath. чтобы рассмотреть Господа Джаганнатху. So Govinda immediately got her down. И Говинда немедленно попытался ее стащить. She was standing on the Supreme Personality of Godhead. Она залезла на плечи к Верховной Личности Бога. And his pure devotee, Garuda Dev. И еще опиралась на чистого преданного Гаруда Деву. So she came to consciousness. She realized that she had just offended Она the Supreme пришла, Personality of Godhead. она пришла во внешнее сознание, поняла, что она оскорбила Верховную Личность Бога. So what was Lord Chaitanya Mahaprabhu's reaction? Но какова была реакция Шри Чайтаньи Махапрабху? He said, "My dear Govinda Dev, my dear Govinda, Он сказал, мой дорогой Говинда, almost uncivilized devotee, ты нецивилизованный, преданный. that this lady was so anxious to see Lord Jagannath. Эта женщина так хотела увидеть Господа Джаганнатху. I wish I had a little bit of her anxiety to see Lord Jagannath. Мне бы хоть каплю такого энтузиазма. Maybe she could bless me that I could see Lord Jagannath with such enthusiasm. Может быть, она благословит меня, чтобы капли этого энтузиазма, чтобы я увидел Господа Джаганнатху. So this is what we're actually striving for, that enthusiasm, Это то, что нам действительно нужно, такой which is энтузиазм, manifested by the residents of Vrindavan. который проявляют обитатели Вриндавана. In whatever service we're doing, Какое бы служение мы ни делали, so that comes from after narta nivritti.
По-настоящему служение будет проявлено после анарха-ниврити. That after anartha-nivritti, then our actual enthusiasm to serve Krishna starts to manifest itself steadily. Стабильный энтузиазм придет после того, как мы пройдем анарха-ниврити, он проявится в нас. When we have enthusiasm, utsaha, И когда у нас будет этот энтузиазм, утсаха, we feel so wonderful. мы будем чувствовать себя просто замечательно. But then when we become distracted by the illusory energy, Но когда нас отвлекает иллюзорная энергия, due to our illusory becoming attracted to illusory consciousness, из-за того, что нас привлекает иллюзорное сознание, not serving the lotus feet of Prabhupada's instructions, мы отклоняемся от служения лотосным стопам наставлений Шрилы Прабхупады, which engage us in the Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, которые занимают нас в служении миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, which give us that feelings of separation from Krishna and his associates in Vrindavan. которая дает нам возможность получить чувство разлуки, которое испытывают When we think обитатели something else Вриндавана. will actually make me happy, Или мы начинаем думать, что что-то другое может сделать нас then счастливыми. that fire of enthusiasm diminishes. Тогда огонь этого энтузиазма уменьшается. And when we steadily engage, then it grows. Но когда мы стабильно занимаемся преданным служением, он растет. So we have to guard the plant of devotional service. Поэтому мы должны защищать росток преданного служения. Water the leaves of water the root of devotional life. Мы должны поливать корень этого ростка. And try to avoid putting too much water on the weeds. Но не нужно поливать сорняки. Jai, спасибо. Если вопросы? Да. Спасибо вам большое за такую замечательную лекцию. Thank you very much. One of the class shared his memories about Prabhupada. Такой вопрос. Пожалуйста, а кто является наилучшим спутником в наше время в Кали-юге по движению Кто я? Кто является наилучшим спутником в наше время по движению? Спутником чего? В нашей жизни. Кто спутник в нашей жизни, да, по движению гостя духовных миграции? Who is our best friend in order to progress spiritually? Our best friend? Кто для нас лучший друг для того, чтобы продвигаться духовно? Да? Krishna says he's the best friend. Кришна говорит, что он лучший друг. He's our best, and he's appearing before us with so many friends. И он проявляет себя через многих друзей. He's appearing before us as Bhagavad Gita, Он дает нам Бхагавад-гиту, as the devotees, приходит как преданные Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. So anyone who's trying to help us and knows how to help us revive our relation with Krishna, they're our best friend. Поэтому любой, кто помогает нам возродить наше сознание Кришны, он наш лучший друг. Because they're Krishna, they're representatives of Krishna. Потому что это проявление Кришны, это They're представители not Кришны. different from Krishna. Они не отличны от Кришны. Yes. Гуру Махарадж, вчера вы рассказывали о том, как Господь Чайтанья даровал милость в лесу Джарикханда. Тигры, олени. Такой вопрос, кто были эти души, что они получили такую необычайную крипу? И что потом с ними стало? Как, например, тигры, обладая таким сознанием, могли потом питаться? Ну, они же едят мясо. То есть, как вообще, кто они, откуда они и что с ними случилось потом? This question about the inhabitants of the Jarikanda forest, they got the mercy of Lord Chaitanya, as you described yesterday. But what was the souls, what was their qualifications that they received this mercy, and what happened to them after that? Because tigers usually are eating flesh. Did they continue to eat flesh, or Well, what happened? they are Vaishnava. Они стали вайшнавами. No, who knows? Не знаю. We can understand, nothing happens by accident. Ничего не происходит случайно. So obviously these weren't ordinary animals. Естественно, это были To be необычные able to животные. get such mercy from Chaitanya Mahaprabhu. Чтобы получить такую милость Шри Чайтаньи What Махапрабху. their history is, that hasn't been
explained. Но не объясняется, каково их происхождение. But obviously they had some extraordinary pious activities in the past. Но нет сомнения в том, что в прошлых жизнях они совершали какие-то выдающиеся благочестивые действия. That some great sage or devotee gets cursed and becomes an animal. Иногда так бывает, что какой-то великий мудрец совершает где-то аскезы, его проклинают, например, как слон Гаджендра, он был в прошлой жизни проклят, стал слоном, но получил особую милость потом. Эта игра просто показывает, насколько милостив Шри Чайтанья Махапрабху. Но мы не должны завидовать этим тиграм. Yes. Каково значение Прабхупады Лиламриты для преданных искон? This question is how much is important for ISKCON devotees to read Prabhupada Lilamrita? Well, our first books are Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Нашими первыми книгами, конечно, должны быть Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita. читание Чаритамрита. But also hearing about a pure devotee like Prabhupada. Но слушать о таком чистом преданном, как Прабхупад, это так же хорошо, как и слушать Шримад Бхагаватам. But we should understand what Prabhupada was doing. Но мы должны понимать, что делал Шрила Прабхупада. It's not just a history of stories. Это не просто сборник историй. It's a manifestation of Chaitanya Mahaprabhu's desire. Это было проявление желания Шри Чайтаньи Махапрабху. The principles of Bhagavad Gita are manifested in Prabhupada's life. Принципы Бхагавад-гиты вживую проявились в жизни Шрилы Прабхупады. So we should also read Lilamrita, Prabhupada Lilamrita, through the eyes of Bhagavad Gita. То есть мы должны читать Прабхупада Лиламриту, глядя на нее глазами Бхагавад-гиты. It's not some separate history. То есть это не так, что просто отдельная какая-то история, это две части одного процесса. Спасибо за лекцию, Махараш. Если я правильно понял, вы сказали, что сознавать Кришну — это значит быть инструментом в руках Кришны. А как это вот чувствуется внутри, что я инструмент Кришны? Как вот это распознать, это чувство? You said that to be Krishna conscious means to become an instrument in the hands of Krishna. But how we can feel that we became an instrument in the hands of Krishna? Well, when you see that when you see Krishna is doing everything, когда вы видите, что все совершает Кришна, then you'll understand you become an instrument. Можно понять, что вы стали инструментом в руках Кришны. We don't see perfectly that Krishna is the doer. Но если мы не видим в совершенстве, что все совершает Кришна, then we're not a perfect instrument. Это означает, что мы несовершенные инструменты. As Krishna says, Nanyang gunebhyas kartaram drashteva nupashiti gunebhyas chaparam veti madhvavam sodigachiti. When you see that there's nothing besides the three modes in all activities. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит, что когда человек видит, что все совершают три гуны материальной природы, and that the Supreme Lord is beyond that, и что за этим стоит Верховный Господь, then you can know my transcendental nature. Это означает, что этот человек понял мою трансцендентную природу. So when we see that we're simply the observer, если мы видим, что я просто наблюдатель, and that whatever we're doing, either in Krishna consciousness or in Maya, is either being done by Krishna's superior or his inferior energy. И все, что мы совершаем, будь то под влиянием внешней энергии или внутренней энергии, происходит благодаря тому, что это совершают энергии Кришны. Then we'll understand things properly. Тогда это означает, что мы правильно понимаем вещи, как они есть. But that will only be achieved when we take shelter of the spiritual energy. Этого можно достичь, только если принять прибежище у внутренней энергии Кришны. When we take shelter of the spiritual energy, we'll be able to see that. Когда мы принимаем прибежище у внутренней энергии, то мы видим вещи, как они есть. Если мы принимаем прибежище у низшей энергии, то мы не видим, как все происходит. Yes. Ваш Пресвященный, вы сказали, что как в начале преданного служения мы не чувствуем разлук с Кришной, потому что мы его не знаем. Ну, мы начинаем преданно, мы осознаем, что Кришна дает все, воздух, воду, тело, возможность наслаждать чувства. И если мы во время джапы будем медитировать на такие вещи,
это поможет нам лучше повторять святые. So you said that it's very difficult for us to feel separation from Krishna, but if we understand that Krishna is giving us everything, sun, sunlight, water, whatever we have, and when we are chanting japa, we are chanting because of gratitude for this. Is it proper attitude or not? Probably not. Это не самое лучшее настроение. Probably should just chant and listen. Нужно просто слушать Святое Имя. Of course, if we remember that, that's nice. Конечно, если мы помним об этом, это But тоже not that we should хорошо. be chanting on one side and remembering something completely different on another side. Но не так, что мы повторяем что-то одно, а думаем о чем-то другом. No, the remembrance should come spontaneously. Потому что памятование о Кришне должно прийти спонтанно. Just like in the gopis, they chant Hare Krishna. Как гопи, они тоже повторяют Харе But they're Кришна. not thinking, oh, Krishna is the source of everything. Но они при этом не думают, о, Кришна источник всего. And still they're Krishna conscious. Но они в сознании Кришны. They're just feeling separation from Krishna. Они просто чувствуют разлуку. Remembering his wonderful pastime. Вспоминая его Spontaneously. спонтанно, вспоминая его удивительные игры. So of course the background of all our activities Конечно же, за всей нашей деятельностью is that we're utilizing Krishna's energies and we're utilizing it in his service. стоит понимание, что мы пользуемся энергией Кришны для служения Кришне. That's the background. We don't have to, if we accept that, we don't have to keep on thinking about it. Если мы принимаем это, то не обязательно все время об этом думать. Instead, we chant Hare Krishna, then we'll think about, first of all, we chant Hare Krishna, we'll think about Krishna. И если мы правильно повторяем Харе Кришна, то мы будем думать о And Кришне. eventually we'll think of simultaneously of Lord Chaitanya and the Panchatattva. И спонтанно придут мысли о Господе Чайтанье, Панчататтве. And then we'll think simultaneously of the six Goswamis Одновременно мы сможем думать о 6 Госвами, and our disciple succession и об ученической and of преемственности, Prabhupada и о Прабхупаде, and of Prabhupada's representatives. и о представителях Прабхупады. All these things will be there. Все это будет присутствовать. Just like what is the Srimad Bhagavatam? It's one devotee remembering some other devotee, remembering some other devotee, remembering some other devotee. Как Шримад Бхагаватам, что такое? Один преданный вспоминает о другом преданном, о том, как тот вспомнил об этом преданном и так далее. The gopis remembering Krishna's pastimes. Гопи вспоминают об играх Кришны. And Shukadeva Goswami is remembering the gopis, remembering Krishna's devotees, remembering Krishna. А Шукадева Госвами вспоминает об этих преданных Кришны, которые помнят о Кришне. And Maitreya Muni is repeating what he heard from Sutta Goswami, who heard it from Shukadeva Goswami, who was remembering the gopis, remembering Krishna's devotees, remembering Krishna's pastime. А Майтрея Муни, он рассказывает то, что он услышал от Суды Госвами, который услышал от Шукадевы Госвами, который помнил о тех преданных, которые помнят о Кришне. So that's our mood. Таково наше настроение. Dasa dasa anudasa. Даса, даса, анудаса, слуга, слуга. Gopi Bharta Pada Kamalayor. Dasa dasa anudasa. Yeah. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, вот мы рассказываем про нарконевритие, и как можно быстрее и качественно прожить это состояние? You described as anartha nivriti process. How we can manage to go through this anartha nivriti in best way and more quickly? Get up early in the morning. Нужно вставать рано утром, Chant nicely Hare Krishna. как можно лучше повторять Харе Кришна, Read Prabhupada's books. читать книги Прабхупады, Serve the Sankirtan movement. служить движению Санкиртаны, Worship the deities. поклоняться божествам. There are 5 powerful processes. Есть 5 самых могущественных процессов. So absorb ourselves in chanting the holy name. Погружайтесь в повторение святых имен, Reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. чтение Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, Worshiping the deities. поклонение божествам. Convert wherever it says living in all place Дальше говорится, нужно жить в святом месте and serving the devotees. и служить преданным. So that means cooperate with the devotees also and having Да, nice temple worship or nice worship at home.
Это подразумевает сотрудничество с преданным, поклонение божествам в храме или дома. And then go out and bring the holy name. И нужно выходить и нести And святое make имя. the atmosphere in this world spiritual. И одухотворить всю атмосферу этого мира. So those 5 powerful processes. Есть вот этих 5 самых They will могущественных help us процессов. advance quickest possible. Это самый быстрый способ продвигаться духовно. There's no other formula better than that. Нет никакой другой формулы лучше, чем это. And that Rupa Goswami said, these are the 5 most powerful processes. Потому что Шрила Рупа Госвами говорит, что это 5 самых могущественных. And then Prabhupada came along and said, well, he tried the best he could, but actually there's 4.5. Yeah, Prabhupada didn't come along and say, well, actually Rupa Goswami did the best he could. Но Шрила Прабхупада, когда пришел, он не говорил такого, что ну да, это Рупа But Госвами. actually there's 5 other ones which were more important. Но есть 5 других, которые еще более могущественны. No, these are the 5 powerful Нет, processes. он такого не говорил. Есть вот 5 самых могущественных видов преданного служения. All right. How to develop proper desires. Well, the way generally we develop the proper desires by hearing, Как развить правильное желание? Они развиваются благодаря слушанию. by seeing a proper example, Когда мы видим правильный пример. and then try it out ourselves. И сами пытаемся следовать. And if we get some higher taste, Если мы получаем высший вкус, we actually get Krishna's mercy. то мы получаем милость Кришны. Then that desire we want to manifest it again. И тогда это желание проявится. So it's a question of hearing Поэтому вопрос в том, чтобы from the right слушать source, из правильного источника, seeing the слушать, right examples, видеть правильный пример becoming interested in following it, и получить интерес к тому, чтобы следовать этому so we can примеру. experience something higher. И тогда мы испытаем что-то высшее. And when we experience something higher, then we become fixed in consciousness. И если мы испытаем высшее, то мы сможем утвердиться в сознании. Yeah. I have a question. How to associate with the devotees who left ISKCON for Gaudiya, and how to explain to ourselves this difference and to the new people. Explain the difference and special role of Srila Prabhupada. Каковы должны быть наши отношения с преданными, которые оставили ИСККОН и перешли в Гаудия Мат, и как объяснять, что есть определенная разница для новых преданных? Well, that's a long question. Это вот длинный вопрос. But generally speaking, we respect all the devotees within the mind. Мы в своем уме почитаем всех преданных. And we appreciate those who are actually trying to preach. И мы ценим тех, кто хочет проповедовать. But Prabhupada, he was able to go around the world and establish Krishna consciousness. Но Шрила Прабхупада был именно той личностью, которая отправилась по всему миру и установила сознание Кришны во всем мире. On the basis of strictly following his spiritual master. Благодаря тому, что он лично строго следовал наставлениям своего духовного Who учителя, was a strict follower of the disciple succession. который был строгим последователем ученической So we have to преемственности. judge every devotee how strictly they're following the instructions of Prabhupada and our disciple succession. Поэтому о каждом преданном мы можем судить по тому, насколько строго он следует наставлениям Шрилы Прабхупады и ученической преемственности. So Prabhupada said that his spiritual master had asked his followers to form a GBC and to conduct the missionary activities cooperatively. Шрила Прабхупада часто упоминал о том, что одно из последних наставлений Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады было в том, чтобы создать управляющий орган GBC, который будет руководить всей деятельностью вайшнавской He общины. didn't ask anyone to become an acharya. Никого Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада не просил стать ачарьей. He asked that the whole basis of this movement is the missionary activities, Потому что основой всего этого движения является миссионерская деятельность. especially the printing and the distribution of transcendental literature, В особенности издания и распространения трансцендентной литературы. and the manifestation of a cultural revolution to spread Krishna consciousness around the world. И в результате должна проявиться культурная революция, которая изменит облик всего мира. So, as much as any particular group is willing to cooperate and work towards those objectives,
И до такой степени, до какой какая-то определенная духовная группа хочет сотрудничать, чтобы достичь этой цели, then we respect them. мы выражаем им почтение. As long as they have the right siddhanta Если они следуют правильным философским заключениям and the right objectives, и имеют правильные цели, then we should try to work with them cooperatively to spread Krishna consciousness. мы можем сотрудничать с ними, чтобы распространять сознание Кришны. But generally speaking, just due to the present mood, Но из-за того настроения, которое мы видим в реальности, that my guru is the acharya, no, my guru is the acharya, люди приходят и провозглашают: вот мой гуру, следующий ачарья, you're in Maya and I'm in Prema. а вы все в мае, я в преме. So this kind of competition doesn't have much value. Такой дух соревнования не имеет никакой ценности. So rather than get involved in those things, better to try to work in a peaceful way. Вместо того, чтобы вовлекаться в это соперничество, лучше работать спокойно. And hope in the future that the leadership of all our different societies, they'll be able to cooperate with each other towards pleasing Chaitanya Mahaprabhu's mission, serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И мы надеемся, что все духовные лидеры в будущем смогут сотрудничать для того, чтобы выполнить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. So, to some extent, maybe it's developed a little bit. До какой-то степени это идет движение в этом направлении. We have some ways to go. Но еще много придется пройти. Stop. No, that's all right. We'll have to stop there. Нужно остановиться, да, на сегодня. Завтра. Завтра. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Madhuri Kandam Vini ki jai. Or Pramanande.